Всем привет! Это самый честный момент, которым ты когда-либо делился с публикой. Почему Чингук отреагировал так быстро, всего через несколько минут после начала трансляции? И что больше всего удивило армию? Каково было содержание личного сообщения, которое Чингук отправил напрямую Тэхёну на фоне шумных слухов после инцидента в аэропорту Инчхон? Прямая трансляция Уиверс из Парижа, которая изначально предполагалась как простое приветствие для фанатов, превратилась в неожиданную сессию разъяснений. С серьезным выражением лица и тоном голоса, который звучал не так, как обычно, Ким Тэхён, более известный как V из BTS, решил положить конец диким домыслам, возникшим после скандального инцидента в аэропорту Инчхон несколько дней назад. Трансляция, которая длилась около 40 минут, сразу же попала в тренды более чем в 50 странах, вызвав всплеск поисковых запросов, связанных с Тэхёном и Чингуком, на всех мировых платформах. Однако не только разъяснения Тэхёна заставили все почувствовать себя необычным. За кулисами появился еще один сюрприз. Личное сообщение от Чон Чингука, участника BTS, который в настоящее время служит в армии, было внезапно получено Тэхёном и случайно отображено, когда экран его мобильного телефона ненадолго появился на камере. Никто не был готов к этому моменту, не только потому, что сообщение пришло из ниоткуда, но и потому, что его содержание было настолько эмоциональным и казалось прямым ответом на все сомнения, которые недавно терзали отношения участников. С тех пор, как короткое видео инцидента в Инчхоне стало вирусным, спекуляции были неизбежны. Действительно ли Тэхён был зол? Был ли внутренний конфликт? Почему персонал выглядел запаниковавшим? И почему Тэхён выглядел таким напряженным в тот момент? На все эти вопросы, наконец, ответил сам человек, без посредника, без агентства и без сценария. Тэхёна видели сидящим в одиночестве в своем гостиничном номере в Париже. Он начал с короткой улыбки, но затем его тон резко изменился. «Я знаю, что вы все ждали объяснений», — сказал он. «Произошло многое, и я не хочу, чтобы вы неправильно поняли». Затем он объяснил, что инцидент в аэропорту не был запланированным, и что он был в очень чувствительном состоянии из-за личных проблем, которые он не мог полностью раскрыть. Он также извинился за то, что показался недружелюбным по отношению к фанатам и СМИ. Однако еще интереснее было то, что Тэхён упомянул, что кто-то связался с ним сразу после того, как вирусное видео начало распространяться. «Он знает, что я не в порядке. И он всегда знает, даже когда я ничего не говорю», — сказал он, опустив голову, по-видимому, сдерживая свои эмоции. Следующие несколько секунд были жутко тихими, зрители были заворожены. Внезапно на экране телефона Тэхёна высветилось уведомление о сообщении: «Хай, я знаю, что ты не такой. Я доверяю тебе». Сообщение пришло от контакта по имени JK, явно имея в виду Чингука. Камера запечатлела экран всего на несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы заморозить весь фандом армии. Скриншот быстро распространился в социальных сетях, породив теории о содержании сообщения и эмоциональной глубине отношений двух участников. Несколько минут спустя Тэхён снова заговорил, теперь уже более глубоким голосом. Он не подтвердил напрямую сообщение Чингука, но сказал: «Иногда человек, который понимает тебя больше всего, это не тот, кто всегда с тобой, а тот, кто молчит, когда ты сломлен. И он знает все, даже когда я пытаюсь это скрыть». Это было тонкое заявление о Чингуке. Было ли это подтверждением того, что хотя BTS в настоящее время находится на перерыве в групповой деятельности, их эмоциональная связь глубже, чем когда-либо? Ни один корейский журналист или СМИ не получил дальнейшего доступа к разъяснениям. Сам HYBE еще не опубликовал официального заявления, просто стандартное сообщение о том, что все взаимодействия между участниками BTS являются частными и не предназначены для публичного потребления. Но фанаты не могут просто сидеть и ждать, они собирают воедино кусочки информации, анализируя каждый жест, выражение лица и даже слово, произнесенное во время трансляции. Некоторые фанаты отметили, что Чингук ранее публиковал тексты, которые намекают на чувство потери и доверия, они связывают это с этим инцидентом, как будто Чингук уже чувствовал, что Тэхён находится под давлением.
Что еще более удивительно, так это то, что Тэхин и Чингук провели видеозвонок всего за день до инцидента в Инчхоне. Это подтвердилось в комментарии фаната, на который Тэхин немедленно ответил на Уиверс. «Да, я вчера разговаривал с Джей Кей. Он сказал мне, что мне следует быть более терпеливым. Является ли это признаком того, что их общение все еще активно и даже более эмоционально, несмотря на текущие ограничения? Как Чингук мог так быстро отреагировать, если не потому, что они понимают друг друга больше, чем просто слова?» Реакция публики и ARMY разделилась, некоторые были тронуты и похвалили смелость говорить без сценария. В то время как другие считали, что HYBE должны были быть более открытыми и не позволять слухам распространяться слишком далеко, прежде чем будет сделано разъяснение. Но одно можно сказать наверняка, этот инцидент раскрыл новый слой того, как BTS действует как семья, а не только как айдол-группа. Интересно, что реакция других участников также была ожидаемой. Хотя не было прямого ответа от RM и Хоппи или Джин, несколько сотрудников BTS были замечены в том, что они лайкали посты фанатов, выражая поддержку Тэхёну и Чингуку. Это привело к предположению, что внутренние участники защищают друг друга от публичной бури. Эта трансляция Уиверс была не просто разъяснением одного инцидента, это было молчаливое сообщение о солидарности, невидимой травме и связи, которую не могут разорвать расстояние, время или военное молчание. Чингук отправил сообщение не для того, чтобы быть в центре внимания, а скорее, чтобы напомнить Тэхёну и всем ARMY, что они по-прежнему один голос, одно сердце и одна семья. После волны волнения, охватившей интернет, после прямой трансляции Тэхёна на Уиверс из Парижа, тысячи фанатов поверили, что нашли эмоциональное доказательство истинной близости между Ви и Чингуком. Однако, когда эмоции начали утихать, а факты были рассмотрены один за другим, возник критический вопрос, который нельзя было игнорировать. Является ли все, во что общественность верила до сих пор, правдой? Является ли сообщение Чингука реальным? Или мы все охвачены коллективной эйфорией, созданной из непроверенных фрагментов информации? Несколько видеоповторов показывают, что части экрана размыты и не в фокусе, поэтому вывод о том, что сообщение пришло от Чингука, основан на предположениях, а не на конкретных доказательствах. Мало того, на сегодняшний день HYBE не предоставила никаких подтверждений относительно предполагаемого личного общения между участниками, которое якобы случайно стало достоянием общественности. Фактически, в косвенном заявлении, выпущенном сотрудниками Уиверс, они подчеркнули, что весь контент, показанный в прямых трансляциях, следует понимать как личные моменты артиста, а не обязательно как буквальное отражение текущих общественных проблем. Значение, то, что появляется на экране, не всегда несет тот смысл, который предполагают фанаты. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid.